Всем привет! В этом видео мы с вами будем вязать вторую деталь наших брюк. Я расскажу подробнее о процессе вязания, о манжете, о резинке. Вяжем мы все на однофантурной машине. И что будет у нас сегодня в этом видео? Сначала мы прогоним всю выкройку по всем запускам, убавкам, по размерам, по количеству набранных петель. Потом, и в процессе я немножко расскажу, какой случай произошел у меня в процессе вязания. Когда так получилось, что я вязала эти брюки не сразу. Одну часть я связала, то есть одну деталь правую я вязала, или левую, я не помню уже, допустим, во вторник, а вторую у меня не получилось сразу связать, и я приступила к вязанию где-то через день, через два, вот так. Связала я уже вторую брючину, уже все сшила, все надеваю, и оказывается, что у меня вторая больше, чем первая. То есть правая больше, так, это получается, сейчас скажу, какая была больше. Вот это вот больше, это у меня получается правая. Правую я вязала. И длиннее, и шире. Я не могу понять, я все делаю как по схеме, все, тоже количество петель, та же плотность. Но не могу понять, что случилось, почему у меня вот эта вот брючина, она достаточно на больше шире, чем вот ту, которую я связала первую. Я начала расстроилась, во-первых, во-вторых, думаю, что же было не так, сейчас начну опять вязать то же самое, и все равно получатся такие же брюки, хотя можно было бы сделать сразу и уже делать просто левую часть. Но я захотела все-таки довязать вот именно те, которые сели на мне вот прям очень хорошо, не такие широкие они были. И я начала вспоминать, что я делаю эти дни между вязанием двух этих деталей. Вспоминаю, что я, когда вязала первую деталь, левую, я ставила уплотняющую ленту. А потом я вязала какие-то образцы, и эту ленту убрала. И, в общем, когда пришло время вязать мне вторую часть, вторую деталь брючин, я эту ленту забыла опять подставить. И я думаю, что это весь этот... и получилась вот эта моя ошибка. Потом я быстренько поставила эту ленту назад и связала. И все получилось в порядке. То есть вторая брючина, вторая деталь стала одинаковой с первой. То есть они стали одинаковые. Как я уже сказала, что в этом видео мы с вами прогоним всю выкройку. Посмотрим, сколько у меня игл в работе было. Также посмотрим, где запуски и сколько петель у нас на запуске пойдет. И в каких рядах. А в следующем видео мы будем плести с вами вот такой шнурочек. Приятного всем просмотра! Я открыла уже именно ту выкройку, она такая же, как мы с вами строили в прошлом видео, но уже чтобы я там, мало ли, ничего там не сбилось, я открыла именно ту, по которой я вязала. Петельная проба у меня уже стоит. Так, сейчас поставлю штаны мои, вот они, применить. Значит, вот эту часть, это у меня левая часть, я ее так обозначила, это у меня правая часть. Левую часть я уже отвязала, она у меня уже отлеживается. Сейчас мы с вами будем вязать правую часть, вот эту вот, то есть она у нас в зеркальном отражении, вот такой. Перейдем на вкладку вязания. Что мы тут видим? То есть самая широкая, тут вязать в принципе-то и нечего. Самая основная трудность, сложность в этом во всем, это что большое количество рядов у нас.
за счет того, что мы вяжем в 3 сложения слоня, то есть достаточно тонкой нитью и на низкой плотности. Поэтому, посмотрите, у нас все изделие будет заканчиваться на 533 ряду. Так, значит, я буду до начала запуска вот этих убавок, я не буду включать компьютер, я буду вязать не в интерактивном режиме, в обычном. Потом, я даже не знаю, может быть, мы вместе сейчас с вами просто выпишем вот эти значения и тоже не включая компьютер, он в принципе нам тут не нужен. Буду просто закрывать эти петли, уменьшать полотно по бумажке, по которой я запишу сейчас эти значения. Что главное в этой части видео я хочу сказать? Главное то, что мы должны нажать вот эту кнопку. Обычно она стоит вот на этой кнопке. Это прибавки и убавки петель с любой стороны. То нам нужно поставить именно вот эту кнопку, нажать, сделать ее активной, чтобы было прибавки и убавки петель только со стороны каретки. Значит, вот от нуля, значит, 96 и 96 у нас начало, мы выбираем в работу иглы и вяжем до, помним, что вот это вот значение, это показывает, сколько рядов нам осталось до убавок или прибавок. В нашем случае это убавки. То есть 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И вот 408 ряд, это у нас первый ряд, там, где мы будем запускать вот эти вот убавки. Давайте пробежимся тогда. Сейчас мы запишем все значения на листик и пойдем уже вязать. Значит, 408 ряд. Минус 2. Это у нас перед, это у нас спинка. 409 ряд. Минус 7. Это со стороны спинки. 410 минус 3 со стороны переда. 411 минус 5 со стороны спинки. 412, 413, 414, 415, 416, 417, потом 419, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 432, 433, 435, 437, 438, 443, 444, 447, 457. Последняя убавка вообще. Далее мы вяжем с вами вот до этого места. Это у нас 518 ряд. И тут мы начинаем частичным вязанием убирать петли. Ну, то есть вот делать вот этот скос. Вот перед это спинка. 518 ряд минус 13, то есть начинаем здесь минус 13 петель. 520 минус 17, 522 минус 17, 524 минус 17, 526 минус 16, 528 минус 17, 530 минус 17, это, по-моему, последний, нет, 532 минус 17, вот, все, последний, все, 533, и у нас закончилось наше вязание.
сейчас я предлагаю перейти к вязальной машине и все это повторить, и уже дальше рассматривать все моменты вязания этого изделия. Как я уже говорила раньше, я вязала это изделие из слонимской пряжи полушерстяной в 3 сложения на плотности 3 точка. Начинала я свое вязание с бросовой нити. Вязала на плотности 3 манжет. То есть получается, что мы начинали бросовая нить у нас. Здесь у нас 2 сложения основной нити и добавляла 1 люрекс нить. На плотности 3 провязала 20 рядов, сделала 1 ряд для перехода и дальше продолжила вязать на плотности 3. Вот эту вот именно сторону, вот эту планочку с этой стороны, да, с изнаночной, я не учитывала в количество рядов. Обнуляла, вот когда я сделала 1 цельный ряд этот, обнулила счетчик и поехала дальше вязать все изделие. На этом этапе, когда мы перебросили все петли, накинули на игольницу, убрали люрексную нить из работы, вывели и добавили, я добавила из бобинки 3-ю нить. И сейчас у нас на счетчике 20 рядов и продолжаем вязать. Делаем соединительный сначала ряд на этой же плотности и продолжаем вязать до 408 ряда прямо. Я вяжу не быстро, так как контролирую, то сильно контролировать нечего. Нужно в основном контролировать саму нить, как она идет из бобинки и из моточка. Кстати, взяла я моточек вот целый, это уже из него я провязала планочку, эту манжетку, и вяжу дальше. Посмотрим, сколько хватит. Я думаю, что еще нужно будет чуть-чуть нити. Ну, посмотрим, вот, насколько хватит нам провязать из этого моточка. Вяжу в таком темпе, чтобы нить равномерно разматывалась, подавалась в нитеводитель и ничего нигде не запутывалось. Ну или если будут какие-то нюансы, то мы можем все вовремя поправить. И в процессе вязания хочу дать небольшой совет. Делать вот такие вот маркеры, когда мы вяжем. Вот сейчас у меня счетчик 50 рядов, и я отмечаю с 2 сторон вот такие вот, делаю меточки, чтобы потом нам удобно это было при сшивании деталей. Вот они. То же самое и делаю вот на этом полотне. Так, с этой стороны и со стороны этой. То есть в данном случае через каждые 50 рядов я делаю такие меточки, ставлю. Да, еще один нюанс, момент хочу сказать, что вяжу я без оттяжки. Вязала я и образец без оттяжки, и само полотно я вяжу без оттяжки. На счетчике у нас 408 ряд, и мы сейчас будем делать убавки. Получается, что я провязала, здесь у меня была с этой стороны перед, с этой стороны спинка, а здесь мы будем делать наоборот. Вот я выписала, вяжу не в интерактивном режиме, переписала все значения в тетрадь. И у нас получается со спинки 408 ряд минус 3. Но это вот по вот этому. Каретка у меня стоит сейчас с правой стороны, и поэтому
будет удобнее нам перевести каретку, провязать ряд, перевести ее на левую сторону. И уже тогда начать с 409 ряда, то есть сместить ряды. Ну и так как я говорила, что тут очень низкая плотность, на изделии оно никак не скажется. Но если все делать прям идеально, то нужно это учитывать. То есть изначально просчитывать, где остановится каретка. 408 ряд, и у нас убавка по спинке. Убавлять я буду, так, навешу кошечку, чтобы мне удобно было. И убавлять я буду таким образом. Так, нам надо 3 по спинке брать. 1, 2, 3. Провязываем ряд. Это у нас 110, но мы смотрим вот этот 109 получается ряд. И по переду минус 4 петли. Так, кошечку. Раз, 2, 3, 4. Поправим, чтобы оно не сильно стягивало, но и не сильно большая петля, чтобы была петля. Так, провязываем следующий ряд. Это у нас 111, ну вот и так далее. То есть мы берем 110, минус 6. Раз. 2. 3, 4, 5, 6, 112 у нас мы должны здесь по переду минус 2. Мы смотрим на 112, минус 4. Ну и в общем вот по списку мы идем вот так вот до 456 ряда, и у нас должны в работе остаться 63 петли, получается, с одной стороны и 80 с другой стороны. Вот в данном случае у меня 60 петель должно быть с левой стороны, 63 петли, а 80 с правой. Ну а когда мы вяжем другую деталь, то наоборот, 80 с одной стороны, а с другой стороны 63. Мы довязали, все сделали убавочки, и сейчас мы прямо должны связать до 517 ряда. Вяжем прямо.
И мы будем запускать потом перед частичным вязанием. Дойдем до 517 и будем запускать перед. Ну вот, на 498 ряду у меня закончился этот моточек. Я взяла новый и продолжаю вязать до 517 ряда. Так, 517 ряд на счетчике. И сейчас мы будем запускать вот скос по переду. Как раз у меня остановилась каретка, осталась с левой стороны то, что надо. И мы включаем рычажки частичного вязания. И будем делать вот таким образом. Значит, в 517 ряду мы убираем, выводим из работы 5 петель. 5 петель. Мы убираем 4. Это будет октавбитие у нас. 5 подставляем. 519 ряд, 16 петель. Значит, мы выдвигаем 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 16 выдвигаем. 521 ряд, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17 выдвигаем. 23 ряд, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 17. 25, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16. 17. 27, 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 29 ряд, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 'Так, и 31 ряд, 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 ряд, 8. То есть, ну, мы можем, это 533, все, мы, получается, закончили наше вязание, и этот ряд мы можем сделать просто обычный соединительный ряд. Соединяем, просто убираем рычажки, ставим в обычное положение и провязываем один ряд. Ну и так как я решила все изделие связать на одной фантуре, здесь я сделала вот такую ложную резинку. Сейчас я покажу, как я ее делала. И потом, чтобы не было моментов моих, таких, которых я еще нитки, видите, не заправляла, я все-таки закрыла через 2 колка петли, чтобы уже, знаете, чтобы наверняка растяжимость была хорошая. Также в эту резинку я вставила широкую эластичную ленту, ну и шнур. Без шнура изделие держится, но шнур как бы декор у нас получился. 534 ряд. Сейчас мы будем делать резиночку. Резинку мы оставляем, значит, эту же нить в 3 сложения, но я для резинки ввожу люрексную нить. Но для начала я разберу иглы
через один. Через один. Провяжу еще, наверное, один ряд, пусть будет. И каретка у меня с этой стороны, я помню, как и в прошлый раз стояла. Значит, по количеству рядов у меня 535 будет. Просто перебираю все иглы, ставлю через один. И так далее по рисунку. Это у нас будет формироваться резинка сейчас. Перебрали все иглы, через один поставили, обнуляю счетчик. Сейчас будем вязать резинку. Поставлю я плотность 3 и добавляю люрексную нить. В 3 сложения у меня основная нить, и добавляю сюда еще люрексную. И вяжем 40 рядов. Резинку мы уже провязали, и сейчас нам нужно поднять вот эти петли на вот эти иглы, которые у нас в нерабочем положении стоят. Какие мы будем поднимать? Это вот эти большие протяжки. Вот они видны очень хорошо. Мы будем их поднимать. Так. То есть мы вводим все иглы в работу сейчас. Сейчас мы выдвинем иглы в переднее рабочее положение, чтобы они легче провязались. Поставим на каретке плотность 4 и провяжем один ряд. Все, и сейчас нам останется только закрыть петли. Закрывать петли я буду через 2 колка. Ну, а вы можете любым вашим любимым способом закрывать. Значит, первый я буду закрывать просто через 1 колок, а можно вообще первый забыла выдвинуть. А со второго уже через 2 колка. Можно навесить кошечки, чтобы они подтягивали немножечко полотно. Сейчас 2 детали у нас готовы. И самое время сейчас нам сделать ВТО. И все сшить. Я буду сшивать на кетеле. Вот такое видео у нас сегодня получилось. Спасибо, что вы были сегодня со мной. Пишите комментарии, ставьте лайки. И до встречи в следующем видео. Всем пока!